Законный представитель совершеннолетних Викторовна полностью утратила контроль за обучением и поведением своего сына. Она не является авторитетом для сына. Саша на протяжении длительного времени не проживал в семье по месту регистрации. Вел образ жизни, представляющий социально опасный для окружающих. Там как-то мы слишком много употребили алкоголя. Где-то я взял там ножик, кого-то я там порезал, кого-то побил, и вот за один день так все и поменялось. В те 15 лет, я не помню, как-то мы вот в магазин зашли, вот когда я уже вот связался с плохой компанией, куртка, вот четкая куртка как бы. Нет, что позвонить там маме, да, маму знать, там, может, купим куртку. Надо ее украсть, надо, в любом случае взять ее, как-то украсть, и вот. Первое ощущение, это как, короче, например, такие шестеренки, да, а я такой мягкий шарик, который эти шестеренки сжимают, и так, короче, везде темно, и ничего не понятно, и я еще никого не знаю. Ложись сюда. Все хорошо. Пойдем. Слезы были, я плакал, потому что как бы маму расстроил, да и сам виноват, что сюда попал. Комната подъем. Ну, трудновато поначалу-то было. Что-то непривычно как-то. Третий отряд, выходим на построение на зарядку. Третий отряд, выходим на построение на зарядку. Подъем в 7, на воле я встал часов 10, в 11, тут в 7 подъем. Как-то это непривычно было. Все по распорядку. Завтрак, обед, ужин, все вот это. Я чувствовал растерянность какую-то, осознание того, что, возможно, я проведу здесь в ближайшие еще года 3. Распорядок дня — это важно. Много дел предстоит нам отважно. Ситуация ведь в жизни случилась, судьба не сложилась, но ставят нас тут на правильный путь. Это очень трудно было первую неделю, там, месяц. Каждый день здесь проходит почти одинаково. Начинается подъем, потом проходит физическая зарядка. После физической зарядки мы идем на завтрак. Третий отряд. Приемы пищи приступить. Приятного аппетита. Прием пищи закончить. Выходим, строимся. После завтрака приходим, там начинается приборка комнат, вот это все, приборка отряда. После приборки отряда там покарточная проверка, нас считают, вот это все. Ну, потом там бывают лекции, воспитатель проводит лекции, мероприятия спортивные. Там просмотр кинофильмов, смотрим, там сидим, телевизор, футбол. И подошли, выбрали книгу и взяли, почитали, чтобы вас опять не отпружинило и не возвратило опять в места лишения свободы. А вы должны себя сразу раз и проявили. Пришли, а у вас вот трудоустроены вы были там в заведении несколько лет или несколько месяцев. Ну, наступает вечер, в 7 часов вечера начинается ужин. После ужина опять же все в отряд, начинается вечерняя уборка. И после вечерней уборки отбой. Там помогли, жалобы нет. Полк Александр Сергеевич, жалобы не имеется. Все, ребят, спокойной ночи, ложитесь, отдыхайте. Спокойной ночи.
После отбоя все заново. Подъем, Зарядка, завтрак. После завтрака в отряд наводим уборку, мероприятия, лекции, обед. После обеда там чаще всего бывают спортивные игры типа футбола, спортзал, начинается ужин. После ужина вечерняя уборка. И после вечерней уборки отбой. После отбоя все заново. подъем, Зарядка, завтрак, учеба в ПТУ, обед, уборка, лекции, спортзал, ужин, отряд, отбой. После отбоя все заново. Ну, на воле никто никогда не думает, да, ну какого вот эта вот ценность вот этой воли, когда там, ну, там открытый мир, а тут как бы, ну, такой немножко замкнутый, закрытый, и как будто, ну, чего-то всегда не хватает. Насчет родителей можно не обсуждать там вопросы типа скучаешь ли, любишь. Конечно, я люблю, конечно, скучаю. Как это? Как можно без этого-то? Привет, дорогой мой мальчик. С днем рождения тебя. Спасибо. Ну чего, как у тебя? Дела? Все хорошо. Все хорошо, точно? Чем занимаешься, как закончил школу? На тройке. На тройке, ну ладно, не на двойке. Молодец. Домой-то хочется? Конечно, хочется. А что, где тебе было лучше, по ФРС или здесь, когда тебя вывели в зону? Конечно, здесь было лучше. Ну, в ПФКС сидишь в камере. Так будем писать заявление-то на УДО. Не знаю, да, посмотрим. Получается, это у тебя через сколько? Можно через В 2020 году, 16 года. 20? Это получается, ты освобождаешься у меня в 21 году, Да, в 21 году. в сентябре. Нет, в марте. В марте? 15 марта. Ой, Данька, натворил ты делов. Ну ладно, что, мы справимся. Если говорить про жизнь в колонии, то первой трудностью это как-то себя найти в коллективе. Как ты себя подашь в коллективе? Какие действия будешь делать ты? Какое поведение будет у тебя? Также к тебе будут относиться люди. Не только сотрудники, но и воспитанники. Тут в отряде есть пацан, там Белка, ну, Костя. И я как-то увидел то, что он как бы на регби собирается. Я такой, типа, ну, ты куда пошел-то? Он такой, в регби играть. Я такой, типа, что за регби? Он такой, это типа американский футбол, только в России. Я такой, ну, типа, ну, место еще есть. Он говорит то, что, ну, типа, да, давай собирайся и пошли поиграем. Дальше играть будем? Будем. А кто-нибудь про регби что-нибудь знает вообще? Входит он в Олимпиаду, нет? Олимпийский вид спорта есть по регби? У тебя очень хорошо все получается. У тебя вес, масса, да, такая, что ты можешь и противника пройти, и встретить его нормально. И скорость у тебя неплохая. Я думаю, что если есть желание, да, дальше продолжать заниматься регби, тебе надо этим заниматься, потому что все неплохо получается. Ну, подумаешь, там, да, бывает, проиграл, ничего страшного. Мы все проигрываем когда-то. Проиграл, вышел в следующий раз, победил. Захват! Мяч выложить! 29 июля будет матч, соревнования по регби. Кто из вас с нами в регби играет и нарушений внутри колонии не имеет, могут тоже съездить. Поэтому тренируйся, старайся, ты хоть себя в деле проверишь, посмотришь, как оно в нормальное регби зарубиться. Играешь, у тебя все в игре, у тебя вот игра, вот как бы люди, которые с тобой играют в команде, и у вас вот как бы одна цель пока что, вот, ну, победить вот этот вот, как бы, так сказать, азарт идет. И от этого, ну, зацикливаешься полностью на этом и как-то о других вещах, ну, забываешь моментально. Как бы, такое ощущение, как будто ты на воле.
Также играешь со своей командой, отвлекаешься, и время улетает быстро. Как бы. И энергии много тратишь, потому что здесь энергии у нас очень много. Потому что мы дети все-таки, хоть никакие, ну, хоть и преступники. Как всегда, короче. Командного умения не хватает, а так все отлично. На регби-то поедем нам на по-любому кого-нибудь выиграть. 29 июля будет выезд. Там уже, думаю, с такими своими мужиками играть за мной быками. А отвлекаться от этой обстановки, не видеть этих заборов и просто играть, это помогает. Здесь много приезжает подростков из Коми, из Вологды, и у каждого характеры разные. Может быть какие-то незначительные конфликты. Если твое отношение здесь, оно не изменится к людям, вообще, с которыми ты будешь общаться, и к тем требованиям, которые к тебе предъявляются колонии, то будешь помещаться в изолятор. Общения с миром никакого нет. Ты в клетке. Попал я сюда, потому что относился к всему безответственно. В основном играла большую роль гордость. Гордость, она плохое качество. Регби – это игра настоящих мужчин. Там много борьбы, много схваток. Надо думать, играть не только на самого себя, играть на команду. Так, построиться. Старые ошибки, возможно, и в чем-то они давали о себе знать, но я решил не жить прошлым и брать все, что есть из настоящего. Хочу стать человеком в этой жизни. 9 июля, допустим, как на тренировке было, на улице. Спорт, конечно же, внес в мою жизнь изменения. Меня спорт сделал целеустремленным человеком. Если сюда попал, надо жить по-новому, как бы, несмотря что случилось, как бы, надо дальше жить. Но это же, тюрьма, это же на себе никогда ничего не заканчивается. Надо жить дальше и выходить побыстрее домой, как бы, и дома уже помогать родным, работать, как бы, жить, чтобы больше сюда не попадать. Пляжное регби сегодня в Архангельске атакует команда «Водник». Нужна передача, и этот пас следует. Нужен еще один пас, но будет потеря. Контратака. Атакуют фавориты, но у них не получается. Очень плотная защита соперника. Здесь прорыв «Водника», и это попытка однозначно. Первый тайм завершен, друзья. Ждем продолжения. Парни, все отлично получается, хорошо идем. Больше паса, больше просим пас. Давим соперника,
Отлично все получается. Давайте. Раз, два, три, вперед! Фавориту нужно отыгрываться. Захват. Еще одна попытка прорвать линию и снова мощный контакт. Теперь уже фаворит обороняется и делает это успешно. Прорыв команды в оранжево-черной форме, но потеря. Еще один классный захват. Ну что ж, последний шанс, и будет ли засчитана эта попытка? Звучит финальный свисток, друзья, игра завершилась. Мне кажется, что этот матч порадовал и болельщиков, и непосредственных участников. Больше регби, больше классного спорта в Архангельске. Каждый хозяин своей жизни. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Потому что это большое время летит. Оно стоит на месте здесь, и все. А на воле можно много что более лучшего и полезного сделать для себя. Главное вовремя остановиться, если кто-то начал. И когда ты духа падаешь, у тебя ничего не получается. Ты просто беззаботно ходишь и цели себе не ставишь. А если ты ставишь себе цель, то ты думаешь в первую очередь, что ты можешь сделать сегодня для того, чтобы она сбылась. И все обязательно получится.